США пошли в наступление, захват ключевого острова начался, ультиматум истек, и теперь Трамп грозит уничтожить все живое. Все подробности расскажем. Зеленский угрожал Орбану? Громкое заявление американского вице-президента. Досмотрите. Скандал за скандалом, запись, которая не должна была появиться в сети, неожиданные детали тайных переговоров с Путиным. Пока в Кремле хвастаются неожиданными бонусами от войны, их хладнокровно отпихивают от кормушки. Новый удар в спину Москве от союзника. Об этих и других самых главных событиях. Утро среды, 8 апреля. Правильный выбор оставаться с нами. Обязательно досмотрите это видео до конца. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Поехали. Вашингтон переходит в наступление, ультиматум Трампа истек, и США вместе с Израилем наносят удары по военным целям на острове Харк. Иранские медиа также писали о нескольких взрывах, но важная деталь. На данный момент надежно подтверждены именно удары по военным объектам. Подтверждение, что поражена нефтяная инфраструктура, пока нет, и это принципиально, потому что через Харк проходит основная часть нефтяного экспорта Ирана. То есть ставка поднимается еще выше, но не до предела. Раньше Вашингтон уже бил по военным объектам на Харке и отдельно подчеркивали, что нефтяной экспортный узел пока не трогает. Теперь взрывы на острове снова зафиксированы, и сам факт удара по такой точке уже мощный сигнал Тегерану. Следующая ступень эскалации находится совсем рядом. Еще один удар как раз анонсировал американский президент. Сегодня ночью может погибнуть целая цивилизация. Трамп снова сорвался в язык апокалипсиса и фактически пригрозил Ирану уничтожением, если тот не пойдет на сделку. По данным Reuters, речь идет о его новом ультиматуме на фоне дедлайна по Ормузскому проливу и продолжающихся ударов США по иранским целям. Трамп при этом пытается играть сразу в две роли. С одной стороны, обещает катастрофу, а с другой говорит, что после полной и тотальной смены режима в Иране якобы могут появиться более умные и менее радикальные лидеры. Сегодня ночью может погибнуть целая цивилизация, ее уже никогда не удастся вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако теперь, когда у нас есть полная и окончательная смена режима, при которой возобладали другие, более умные и менее радикализированные умы, возможно, может произойти нечто по-настоящему революционно прекрасное. Кто знает. И самое тревожное здесь даже не сам удар, а то, что идет дальше. Трамп снова выставил дедлайн Ирану по Ормузскому проливу, прямо грозит ударами по мостам и электростанциям. Если мир пережил эту ночь, то с такими прогнозами переживет ли следующую? Как думаете? Пишите в комментарии обязательно. Не подыгрывает, а играет в команде. Россия, похоже, уже не просто помогает Ирану морально, а помогает ему выбирать цели для ударов. По версии украинской разведки, Москва передавала Тегерану спутниковые снимки военных баз, аэродромов, нефтяных объектов и позиций США на Ближнем Востоке. Reuters пишет, что только в конце марта российские спутники провели как минимум 24 серии наблюдений в 11 странах, а затем по части этих объектов били иранские ракеты и дроны. Среди самых громких эпизодов удар по базе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, где был поврежден американский самолет И-3 Сентри. Но дело, похоже, не только в снимках из космоса. По тем же данным, Россия и Иран координировали и кибератаки через Telegram и связанные хакерские группы. Под удар попадали энергетика, связь и критическая инфраструктура союзников США. То есть схема выглядит жестко и довольно прямолинейно. Москва помогает Тегерану видеть, Иран бьет. И если эта версия подтвердится, это уже не просто дружба против Запада, а скрытое участие России в войне против США чужими руками. Американский вице-президент признал в Украине сверхдержаву? Киев вмешивается в выборы в Венгрии и США, говорит Джей Ди Венс в Будапеште. Правда, сказал, что не знает, угрожал ли Зеленский Орбану, но обвинил некоторые элементы в украинской системе и спецслужбах в попытках влиять на голосование. Все это прозвучало за несколько дней до выборов в Венгрии, где Орбан рискует впервые за 16 лет потерять власть. А сам визит Джей Ди Венса западные СМИ уже называют открытой поддержкой венгерского премьера со стороны команды Трампа.
Мне неизвестно, чтобы президент Зеленский угрожал Виктору Орбану. Я знаю, что было много людей, которые угрожали Виктору и, откровенно говоря, не просто угрожали венгерскому народу, но и на самом деле пытались заставить венгров поплатиться за то, что их руководство было одним из немногих, которое проявляло мудрость и благоразумие в вопросе конфликта между Россией и Украиной. Но главное тут вот, что публичных доказательств этим обвинениям Венс не представил. Зато риторика идеально ложится в кампанию Орбана, который давно выставляет Украину, Брюссель и вообще всех внешних игроков удобным пугалом перед выборами. На этом фоне даже слова о мудрости Орбана в вопросе войны звучат уже не как дипломатия, а как прямое включение Вашингтона в венгерскую кампанию. Прогиб засчитывается или ролевые игры сильного премьера. Bloomberg опубликовал детали разговора, в котором венгерский премьер фактически предложил Путину свои услуги и сравнил себя с мышью, помогающей льву. По данным агентства, он был готов помочь в любом вопросе и даже продвигал идею саммита в Будапеште, чтобы урегулировать войну против Украины. Reuters пишет, что Bloomberg видел стенограмму звонка, но независимо подтвердить ее подлинность не смог. Вчера наша дружба достигла такого высокого уровня, что я готов помочь любым образом. В любом вопросе, где я могу быть полезным, я к вашим услугам. Чем больше друзей мы приобретаем, тем больше у нас возможностей противостоять нашим противникам. Сам тон разговора выглядит даже важнее деталей. Орбан и Путин обменивались комплиментами, хвалили Трампа и обсуждали Венгрию как удобную площадку для больших договоренностей. Все это всплыло сразу после другого скандала с утечками о контактах главы МИД Венгрии Петера Сиярто с Сергеем Лавровым по теме санкций. Для ЕС это уже не просто неловкость, а сигнал. Внутри Союза у Москвы по-прежнему есть очень полезный собеседник, который, к слову, не гнушается сидеть сразу на нескольких стульях. У Лукашенко появился конкурент. Господин вице-президент, мой дорогой друг, господин вице-президент, с момента последнего визита вице-президента в Венгрию прошло 35 лет, и уже 20 лет у нас не было столь высокопоставленного гостя из Соединенных Штатов. 20 лет – это очень долгий срок для друзей. С избранием президента Трампа в наших отношениях наступил золотой век. И если мы только что взглянули на 2025 год, то видим, что это был год рекордов в экономическом сотрудничестве. Глава оппозиции, в свою очередь, напомнил, на каком именно стуле нужно сидеть, чтобы оставаться собой. Венгерскую историю пишут не в Вашингтоне, не в Брюсселе, не в Киеве, не в Москве и не в Сербии, а в Венгрии. Венгерскую историю пишут венгры. Я настоятельно призываю участников международной политики от Украины до Сербии, от России до Америки не пытаться вмешиваться в венгерские выборы. Мир трясет энергетический кризис, и Кремль уже продает это как свой звездный час. Дмитрий Песков заявил, что на российские нефть и газ якобы поступает огромное количество запросов со всех сторон, пока глобальный рынок лихорадит из-за войны вокруг Ирана и сбоев поставок через Ормуз. Москва делает вид, что Европа ей больше не нужна, и подчеркивает, теперь можно торговаться с альтернативными покупателями уже на своих условиях. Конечно же, сейчас, когда мир уже уверенно вступил на путь экономического и энергетического кризиса, довольно серьезного, масштабы которого разрастаются изо дня в день, то, конечно, рынок и конъюнктура рыночная в области энергетики, энергоресурсов полностью изменилась. Огромное количество запросов на приобретение наших энергоресурсов из альтернативных направлений. Мы ведем переговоры таким образом, чтобы эта ситуация наилучшим образом соответствовала именно нашим интересам. Но за этой бравадой есть и другая сторона. Кремль говорит о новом спросе именно в тот момент, когда Россия снова жалуется на удары по нефтяной инфраструктуре, в том числе по объектам Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. То есть картина довольно простая. Пока рынок горит, Москва пытается выжать максимум из чужой паники и продать войну как выгодную конъюнктуру.
Россию отодвигают от кормушки, причем страна-партнер, по мнению российских властей. Выдержит ли Кремль такой удар в спину? Москву из проекта выдавили, теперь Казахстан строит новые ТЭЦ уже с другим партнером. Власти подтвердили. Станции в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске будет возводить казахстанско-сингапурский консорциум. По двум объектам контракты подписали еще 30 января, а в апреле на площадках уже должны стартовать изыскания и подготовка инфраструктуры. То есть Астана не просто переписывает старые планы на бумаге, а реально перезапускает стратегические энергообъекты без Москвы. Дальше еще интереснее. Речь идет не о мелочи, а о 3 крупных ТЭЦ с вводом в 2029 году. Общей стоимостью более 1,5 триллионов тенге, более $3 миллионов. Самрук Энерго обещают чистый уголь, элементы искусственного интеллекта и ускорение работ, хотя параллельно правительство уже отдельно подгоняет затянувшуюся модернизацию алматинских ТЭЦ. Нелегкий день в Турции. Стрельба у здания израильского консульства в Стамбуле быстро переросла в полноценный бой. 3 нападавших открыли огонь у постоянного пункта охраны. Перестрелка длилась около 10 минут. В итоге 1 нападавший убит, 2 ранены и задержаны. В результате атаки 2 наших полицейских получили легкие ранения. Консульство Израиля находится с другой стороны. Уже почти 2,5 года там не ведется никакой деятельности, поэтому в консульстве не ведется никакой работы, и здесь не проживает ни один дипломатический сотрудник. Само консульство фактически было пустым с начала войны Израиля с Хамас в 2023 году. Турецкие власти заявили, что у нападавших были связи с организацией, которая эксплуатирует религию, а 2 из них были братьями. То есть это выглядит не как случайный уличный инцидент, а как целенаправленная атака на сверхчувствительную точку на фоне замороженных отношений между Турцией и Израилем. Россияне нашли способ сбежать из российского цифрового рая. Минск для части россиян, похоже, превращается в запасной аэродром. В марте граждане РФ купили там 126 объектов недвижимости. Это почти каждая 10-я сделка в столице Беларуси. Для сравнения, еще несколько лет назад их доля была в разы ниже. Причем берут не самое дешевое жилье, а в основном квартиры комфорт-класса и выше. То есть речь уже не о случайных покупках на всякий случай, а о заметном и более дорогом спросе. В России усиливаются перебои связи, блокировки и давление на VPN, а Telegram в марте блокировался местами почти на 80% попыток подключения. Плюс недавние сбои уже били по платежам и банкам. Беларусь тоже давно живет под жестким цифровым контролем, но пока не в таком тотальном режиме, как Россия. Поэтому для части людей покупка квартиры в Минске выглядит не как инвестиция мечты, а как попытка заранее подготовить себе точку отхода из все более душного цифрового пространства. А в прошлом выпуске мы говорили об импичменте в США, заговоре в Вашингтоне и заявлениях Трампа о том, что он хочет идти в президенты снова. Параллельно прямой удар по гражданским, сразу несколько терактов за одно утро и все в людных местах. На Ближнем Востоке ультиматум за ультиматумом и полная мобилизация. Процесс уже запущен, открутить назад почти невозможно. Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы встретимся с вами уже вечером.